Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан видит в руке лекарство Джейды, он загоняет ее в угол и требует отчета. Джейда говорит, что мне делать. Я нашла твои лекарства, пока искала обезболивающее. Когда Дилан говорит, что лекарств нет в коробках, Дилан говорит, что ты фармацевт, я не знаю, у меня голова разрывается, а ты меня в этом обвиняешь. Потом приходит госпожа Хасиби и признается, что это моя вина, что я каким-то образом смешала ваши лекарства с господином Хасаном. Но Хаджер говорит это, потому что она ему угрожает. Когда Бэрон злится и спрашивает, как вы могли такое сделать, госпожа Хасиби смущается. Джейда говорит, а госпожа Хасиби, как вы можете такое делать? Мы уже столько дней без всякой причины обвиняем Дилана. Дилан, извини, я тоже мать, потому что боюсь за мой сын. Дилан говорит, в любом случае не надо отступать дальше, это оказалось не так, поэтому мы узнали, что мне не следует принимать лекарства, поэтому они закрывают вопрос и уходят с кухни с бараном. Выходя из кухни, Тарик говорит Гэже Хаджер и Джейде, мы с вами поговорим. Когда он увидел Берфина в платье, которое сшила для Айши его тетя Акиф, он очень удивился и подумал, что даже если бы он думал об этом 40 дней, ему бы в голову не пришло, что это Айши Берфин, но почему она спрятаться? Затем он идет к Берфину и спрашивает название книги в его руке, но Берфин дает уклончивые ответы и уходит, говоря, что ей нужно присмотреть за Чинаром. Пока Акиф размышляет, как ему решить эту проблему, у него звонит телефон. Берфин говорит, интересно, видел ли Эды книгу, я спрятал ее за спиной, но он, вероятно, ее не видел. Когда Тарик спрашивает Гэжу Хаджер и Джейду, сменили ли они лекарства, Джейда пытается отрицать это, и госпожа Хаджер берет на себя вину. Когда госпожа Хаджер спрашивает, что произошло, госпожа Тарык Чинар отвечает, каким опасностям подвергся Тарык Чинар из-за этих наркотиков, что Джейда не знала об этом. Затем Тарик высылает их из комнаты, говоря, с этого момента вы не будете ничего делать без моего ведома, вы понимаете. Баран очень спокоен, говоря о том, что он будет очень рад увидеть новый рост Дилана Чинара. Когда Дилан говорит, что все совершают ошибки, мы люди, Баран говорит, что ошибка есть, но больше всего пострадали вы с Чинаром, но вы все равно показали, какое у вас большое сердце. Дилан, я видела, как расстроилась госпожа Хасиби, и когда она сказала, что нет людей без ошибок, Баран любит ее, потому что она добросердечная жена. Дилан, но у тебя другое на уме, Акиф звонит и говорит, у нас большая проблема, тебе прислали не те документы, я не понимаю, почему они это сделали, Баран вешает трубку и говорит, хорошо, Акиф, давай поговорим позже. Когда Дилан спрашивает, что случилось, Баран говорит, что ничего нет, выходит из комнаты и идет в кабинет Тарика. Он спрашивает его, что, по его мнению, он делает. Когда Тарик говорит, ты уверен в себе, ты тоже можешь это найти. Баран говорит, ты будешь знать, что делать дальше, и выходит из комнаты. Пока Баран планировал поездку в Мардин по делам с Геном Кудретом и Акифом, пришел Дилан и спросил Барана, я иду в Мардин по делам, ты тоже поедешь. С Дилан Чинар все было бы в порядке, если бы она не болела, но я не могу оставить ее в таком состоянии, давайте посмотрим на нее, и они пойдут смотреть. Госпожа Азади отводит Тарика в сторону и советует ему не походить на вашего отца, он расплачивается за свои амбиции. Когда госпожа Хаджер видит платье, которое носит Берфин, она очень злится и спрашивает, откуда взялось это платье. Хотя Берфин объясняет, что это подарок сестры, на которую я работаю, госпожа Хаср отговаривает его, чтобы он поскорее ушел. Берфин помнит, как Тарик ругался и издевался, когда она носила это платье. Затем, пока Берфин пытался защитить меня от этого презренного человека, ты лишил меня всей радости жизни. Этого человека больше нет. Пожалуйста, не мешай мне. Поживи немного, говорит он, рыдая, и уходит. Когда Дилан и Баран приходят навестить Чинара, Чинар говорит, я исцелился, у меня больше нет температуры. Чинар соглашается, и когда он спрашивает, почему они в сумке, Баран отвечает, что это для тебя сюрприз. Когда Дилан вынимает одно за другим то, что он купил, и передает Чинару, Чинар очень рад и благодарит его.
Дилан и Чинар рисуют, а Баран с восхищением наблюдает, как они приближаются друг к другу. Когда Чинар предлагает ему сделать это, Баран присоединяется к ним. Затем, пока они рисуют, они внезапно разрисовывают лица друг друга и очень веселятся. Баран планирует поехать в Мардин с Акифом. Дилан приходит к Барану и говорит: «Мне было очень весело, но мои волосы были покрыты краской, и мне было трудно ее смыть». Затем Баран ласкает волосы Дилан и касается ее лица, говоря, что она не может. «Я не смогу снять это». Позже, когда Дилан приходит проверить Чинара, он видит, что Чинар спит, садится у его кровати и измеряет ему температуру, пока он спит. Когда он видит, что у него нет температуры, он чувствует облегчение и будит Чинара, чтобы дать ему сироп. Чинар выпивает лекарство и возвращается в постель. Дилан, немного полюбив и лаская его, встает, желая спокойной ночи. Когда Чинар спрашивает: «Не уходи, ты можешь держать меня за руку», Дилан не может пойти и садится. Снова рядом с Чинаром. Чинар благодарит его и засыпает, держа Дилана за руку. Дилан садится на пол рядом с кроватью и засыпает. Акиф уверен, что Берфин – это Айши, но хочет написать сообщение. Тем временем Берфин расстроен реакцией матери и плачет. Госпожа Айхан готовит чемодан Акифа и просит его проверить его. Пока Берфин плачет, Тарик приходит к ней и поднимает ей настроение. Когда Баран приходит в комнату Чинара и видит спящую Дилан, он накрывает Чинар, обнимает Дилан и ведет ее в их комнату. Госпожа Азади хочет принести Хасану суп и накормить его, но Хасан притворяется спящим, а затем начинает говорить. Пока Хаджер Ханем приходит к Тарику и они разговаривают, к Тарику приходит известие, что Баран отправится в Мардин. Затем он начинает заставлять Барана сожалеть о поездке в Мардин. Они ходят в сад с Диланом Чинаром и приходят в Баран с Гэжой Азади. Когда Баран говорит, что собирается в Мардин, Чинар спрашивает Дилана: «Почему ты не едешь, разве мой дядя Баран не хотел этого?» Дилан объясняет, что нет, я счел это уместным. Хотя госпожа Азади говорит, что изменения на самом деле были бы хорошими, если вы думаете о Чинаре, мне это было бы интересно, Дилан говорит, это в другой раз. После того, как госпожа Азади и господин Кудрет уходят, приходит Тарик и отправляет Чинара внутрь. Позже, когда вы спросите Барана, что собираетесь в Мардин, Баран не объяснит, сказав, что вы научились этим вещам, вы тоже можете этому научиться. Он отправляет Дилана в свою комнату поговорить о приготовлениях с Бараном Акифом. Пока Дилан находится в комнате, приходит Чинар и говорит: «Я исцелен, ты можешь идти в Мардин». Дилан говорит: «Я пойду позже, я тоже не хочу расставаться с тобой». Пусть это будет Чинар, он выходит из комнаты, говоря, что не будет долго в разлуке, ты придешь снова, если хочешь уйти, иди. Баран заходит в комнату и обнимает Дилана, говоря, что все приготовления сделаны, мой чемодан готов, трудно будет оставить здесь половину своего сердца. Когда Тарик приходит к Чинару, приносит ему молоко и выпечку и говорит, что постарается быть очень хорошим отцом, Чинар говорит: «Спасибо, папочка, ты уже очень хороший отец». Когда Акиф встречает Берфина, я говорю ему, что нам нужно поговорить, Берфин хочет сбежать, не сейчас, у меня очень важная работа, но он останавливается, когда Акиф зовет Айши вслед за ним. Когда Акиф говорит, что нам нужно поговорить, Берфин говорит, что я не хочу говорить, Джейда появляется в двери, и когда Берфин входит, Джейда шепчет Берфину: «О чем ты говорил?» Берфин заходит внутрь и спрашивает: «Что с тобой, Джейда?» Он говорит: «Сейда сумасшедшая». Что с ней не так, и идет за ней. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.